Приветствую вас на канале Время Лампы. В этом видеоролике вы найдете 10 книг, которые помогут вам переосмыслить отношение к деньгам, контролировать расходы, грамотно инвестировать и достигать финансовых целей. А перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на канал и поставить этому видеоролику лайк. Не будем затягивать с долгим вступлением, давайте сразу перейдем к книгам. Книга первая. Называется она «Давай поговорим о твоих доходах и расходах». Автор Карл Ричардс. Карл Ричардс – известный популяризатор финансового планирования. Его часто приглашают выступать на конференциях, а его учебники по планированию расходятся огромными тиражами по всему миру. С помощью визуальных набросков Карл упрощает сложные термины и буквально на пальцах поясняет основные законы экономики и инвестирования. В книге автор дает рекомендации, которые помогут вам осознанно делать покупки, придерживаться личного финансового плана и не поддаваться маркетинговым уловкам. Финансовый успех невозможен без строгой дисциплины, и в книге вы найдете советы, с помощью которых наведете порядок в кошельке и голове и перестанете бездумно тратить деньги, следуя сиюминутным желаниям. Книга вторая. Как составить личный финансовый план и как его реализовать. Автор Владимир Савинок. Если вам не удается накопить, если деньги улетают в трубу и приходится жить от зарплаты до зарплаты, на помощь придет предприниматель и эксперт в управлении финансами Владимир Савинок. Основные секреты богатства и процветания он раскрывает в книге, которая поможет подобрать индивидуальную стратегию инвестирования. С поддержкой автора вы достигнете финансовой независимости. Эта книга не о жесткой экономии, которая в большинстве случаев ведет к срывам и бессмысленным тратам. Речь идет о финансовой грамотности, о выстраивании отношений с деньгами. Финансовый комфорт возможен, если вы будете следовать ненавязчивым рекомендациям автора. Примечательно, что Владимир Савинок учитывает российские реалии и делает поправки на мировой финансовый кризис. Вы поймете, как составить личный финансовый план, чтобы заставить деньги работать на вас. Книга третья. «Голодный и бедный». Автор Джон Даймонд. Богатый жизненный опыт позволил Джону Даймонду стать востребованным спикером многих престижных конференций. Он прошел путь от парня из бедной семьи, которого мать научила шить, до основателя международной модной империи и точно знает, что бедность и отчаяние стимулируют и позволяют мыслить нестандартно. Сегодня Джон Даймонд – один из самых успешных специалистов по брендингу. К его услугам прибегают многие международные компании, в том числе и Nike. В книге Джон Даймонд раскрывает собственные секреты успеха и богатства. Автор верит в каждого своего читателя и доступными словами мотивирует на победу. Ключ к успеху лежит в пустых карманах. Пустой банковский счет – отличное начало грандиозного пути к богатству и процветанию. Книга четвертая. Чему я научился, потеряв $1 миллион. Джим Пол и Брэндон Монихан. Главное отличие книги от всех прочих в том, что она основана на истории грандиозной неудачи и потери. Джим Пол всего за несколько месяцев потерял больше $1 миллиона и залез в крупные долги. Финансовая фиаско заставила его по-новому взглянуть на причины краха. Результатом стало масштабное исследование психологических факторов, ведущих к провалу. Важно понимать, что за успехом часто следует неудача, а это хороший повод переосмыслить ценности и отношения к деньгам в целом. Читатель книги убедится, что слепо верить в собственную неуязвимость нельзя. Главное – сохранять холодную голову и продолжать идти дальше, корректируя выбранный курс и проявляя гибкость. Пятая книга – это «Психология инвестиций» Карла Ричардса. Мы все совершаем глупости со своими деньгами. Пора признать эту неприятную истину. Некоторые ошибки обходятся нам слишком дорого. Всему виной эмоции. Они толкают нас продавать активы, следуя за истеричным рынком. Мы покупаем, когда ощущаем волну оптимизма. Это логично, но совсем не рационально. Книга специалиста по финансовому планированию и спикера многих конференций Карла Ричардса поможет по-новому взглянуть на распространенные методы управления деньгами. С помощью советов автора вы выявите проблему в стратегии управления инвестициями. Из книги вы узнаете, какие нюансы психологии сделают вас преуспевающим уже в недалеком будущем. Шестая книга называется «Подлые рынки и мозг ящера».
Автор Терри Бернхэм. Терри Бернхэм – доктор философии и профессор экономики Гарвардской школы экономики. Предлагает применить науку и рациональности к личным финансам. Традиционное предположение рациональности рынка финансов и людей, играющих на этом рынке, устарело. Исследования показывают, что поведение инвесторов часто по-настоящему безрассудно. Книга перевернет ваше представление о мире финансов и экономики. Автор раскрывает биологические причины иррационального поведения людей и поясняет, как мозг побуждает нас принимать те или иные решения. Покупка акций, валюты, золота, недвижимости, получение кредитов – эти процессы контролирует самая древняя часть мозга, так называемый мозг ящера. 7-я книга – это «Правила богатства. Свой путь к благосостоянию». Автор Ричард Темплар, английский писатель и автор бестселлеров, знает, что мешает человеку быть богатым и счастливым. Путь к успеху начинается с разбора основных понятий. Что для вас значит быть богатым и каков предел ваших мечтаний? Второй важный вопрос, по мнению автора, такой. Что мешает конкретно вам стать человеком своей мечты? Для одних препятствием стала лень, других удерживает на месте ошибочные убеждения, третьи смирились с бедностью. Между тем, потенциал каждого человека огромен. Ричард Темплар раскрывает секрет счастья и успеха богатых людей. Правила просты. Достаточно поверить в себя и осознать свою значимость, чтобы добиться процветания. Автор мотивирует начать успешную жизнь уже сейчас, не дожидаясь понедельника или Нового года. Теплая поддержка Ричарда поможет изменить собственную жизнь и стать тем, кого вы видите в своих мечтах. Книга 8. Называется она «Уоррен Баффет. Как $5 превратить в 50 миллиардов». Автор Роберт Хагстром. Уоррен Баффет – человек-легенда. Величайший инвестор века, крупнейший благотворитель и один из богатейших людей планеты. Второй по богатству в США. И известен под прозвищем «Провидец». Удача, успех и деньги словно сами собой идут в его руки. Впервые Баффет попробовал себя на рынке ценных бумаг в возрасте 11 лет. В 13 будущий волшебник Кисамахи подал первую декларацию о доходах. При этом финансовый гений отличается простотой и скромностью в общении и жизни. В книге приведен подробный анализ принципов финансового успеха предпринимателя. Автор книги не ограничивается конкретными методами инвестирования Баффета, но приводит универсальные принципы управления капиталом, которые с успехом могут применять на практике все желающие. Книга 9. «Миллион для моей дочери». Автор Владимир Савинок. Предприниматель, финансовый консультант, основатель консалтинговой компании Владимир Савинок знает, как накопить кругленькую сумму для дочери или сына. Необычный формат книги «Тетрадь для записей» побуждает сразу же приступить к действиям и начать копить капитал здесь и сейчас. Автор рассказывает не только о том, как накопить средства, но и о том, как защитить банковский счет от инфляции. Все по-честному. Описанные методы Владимир опробовал на себе. Книга пригодится тем, кто думает о будущем, строит семейный бюджет на перспективу и уже сейчас ищет пути обеспечения будущего своих детей. Главы книги сопровождаются оригинальными иллюстрациями. Ее можно читать вместе с ребенком старше 10-12 лет, чтобы заодно пояснить основные принципы финансового планирования. И последняя 10-я книга. «Почему богатые становятся богаче». Автор Роберт Кийосаки. Роберт Кийосаки – американский предприниматель, инвестор и основатель образовательной компании, который учит правильно обращаться с личными финансами. Соавтор данной книги Том Уилрайт, известен как успешный консультант в сфере бизнеса. Совместный труд двух выдающихся личностей раскрывает секреты успешности и процветания. Многим кажется, что богатыми становятся только люди с определенными качествами характера и умением предвидеть будущее. На самом деле процветает тот, кто не боится брать ответственность за свою жизнь на себя. В книге вы найдете работающие техники, которые помогут изменить жизнь, правильно вкладывать деньги и планировать финансы, чтобы работать на перспективу и получать постоянный доход. Ну что, теперь у вас есть отличная подборка лучших книг по финансам. Если у вас есть что добавить к этому списку, обязательно поделитесь с нами в комментариях. На этом видео подходит к концу. Я благодарю каждого из вас за просмотр. Обязательно ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал, впереди вас ждет еще масса всего интересного. Всем пока!